что, идем в пальмовые джунгли. Мы просто в шоке от этой таверны. Всем привет! Мы снова на острове Крит. Прилетели часа два назад. Трансфер нас уже доставил до отеля. Сейчас мы идем искать ресепшн и будем заселяться. Мы далеко не в первый раз на Крите. И в последние годы мы сами планировали свои путешествия. В этом году мы решили не заморачиваться с поиском дешевых авиабилетов и бронированием отелей, а мы просто купили самый дешевый турпакет, который предлагался туроператором у нас в Латвии. Тур нам обошелся в 1260 евро на двоих на 10 дней. Проживание в отеле Данаус Бич, студио без питания. О, нас собачка встречает. Собачка, мы про тебя знаем, что ты здесь есть. Калимера. Ясас. Yes. Это хозяйская собачка. Зовут Лили. Здесь ее культ. И она здесь все контролирует. Так, ну нас быстренько оформили. Вот хозяин нам показал наши апартаменты. Они под номером 310. И быстренько заходим. И смотрим, что мы тут имеем. У нас заказано студио. Это значит, что кухня и спальные места в одном помещении. Здесь у нас кухня. В кухне электрическая плитка, микроволновка, и у нас есть два балкона. Один балкон практически с видом на море. Так, и второй балкон. Сейчас посмотрим. Ну, такой, с видом на стенку. И тут еще соседний балкон. Ну, как-то так. Более подробно и наши впечатления, наверное, будут позже. А, еще же у нас есть ванная комната. И тут не просто душ, тут ванна. Полноценная ванна. Ну что, на первый взгляд все очень даже прилично. Нас пока вполне все устраивает. Разместились в отеле. Сейчас надо где-то поесть. Будем искать таверны какие-нибудь. Посмотрим, что тут есть поблизости. Так, таверна Андриана. Ну, ладно, пойдем посмотрим дальше, что еще есть. Ресторан, бич-бар. Так, в поисках ресторана выползли к морю. Сюда был указатель «Акти-ресторан», но никакого «Акти-ресторана» мы здесь найти не можем. Или это, наверное, ресторан к этому отелю, который относится, скорее всего. Ага. Сладенько. Сладенько тут, смотри-ка. Сладенько. Очень даже сладенько. Пойдем-ка быстренько поедем. Это же наш выход, правильно? Вот наш, да. Да.
Так, в итоге мы зашли в первую же ближайшую таверну Адрианос. И для перекуса взяли фаву, греческий салат. Еще мы заказали хорту и мясные шарики. Для обеда хватит, а ужином уже мы получше чем-нибудь наедимся. Мясные шарики. Вроде как закуска, а тут полноценная порция оказалась. Хлеб горячий тоже принесли. Счет составил 24 евро. А это комплимент. Итак, мы заселились в отель Данаус Бич. Отель находится в поселке под названием Сфакаки, недалеко от города Ретимна, практически в центре северного побережья острова Крит, на первой линии. Благодаря своему расположению является очень удобной отправной точкой для путешествий по острову. Отель двухзвездочный, номера студио или апартаменты. Во всех номерах есть кухонный уголок, можно готовить еду самостоятельно. При этом отель предлагает завтраки, цена 8 евро с человека. Отель состоит из двух корпусов, один прямо у моря, другой немного в глубине территории. Нас заселили во втором корпусе. Территория отеля небольшая, ухоженная. Между корпусами зеленая лужайка с лежаками и зонтиками. Есть зона барбекю, есть уютный релакс-уголок. Рядом с отелем есть таверна и большой хороший супермаркет. В ближайшей округе есть еще несколько отелей и еще 2-3 таверны. И это вся инфраструктура. Сейчас пойдем на пляж. Тут ходьбы 1 минуту. Посмотрим, какая там обстановка, как там все устроено. Тут справа столовая, где завтраки происходят. Сразу за ней тут вот бассейн. И за бассейном зона лежаков и зонтиков, очень небольшая. Она находится как бы на возвышенности, не на самом пляже. Вот это здесь. Пляж песчаный. У входа в море небольшая полоска камней. Ну, это мелкая галька, и ее ширина от полуметра до 1,5. А дальше чистое песчаное дно. Проверяем воду прямо напротив отеля. Галька в начале. Тоже галечный вход. Дальше. Вода мутноватая, есть обрывки водорослей. Так, проходим 2 метра. Начинается песчаное дно.
А водичка-то теплая. Таня заходит в воду, зашла. А еще говорят, на этом пляже черепашки карета-карета откладывают свои яйца. Итак, мы находимся в отеле Денаус Бич. Отель состоит из двух корпусов. Первый корпус находится практически на берегу моря, он за мной. Второй корпус немного в глубине. Мы живем во втором корпусе. Между корпусами расположена такая симпатичная лужайка с лежаками. Здесь тоже можно неплохо отдохнуть, особенно когда на море сильный ветер. Особенность первого корпуса такая, что все балконы выходят на западную часть. И после обеда здесь светит солнце и нагревает номера. На мой взгляд, это не очень удачно, потому что пообедать, например, на балконе уже будет проблематично. Восточная часть – это вход в номера, синенькая лестница наружная и ведет в коридоры, через которые можно попасть в номера. Нам достался номер во втором корпусе. Поначалу мы думали, что это не очень хорошо, потому что все стремятся попасть в первый корпус, который ближе к морю. Но в итоге оказалось, что нам дали, на мой взгляд, один из лучших номеров. Вот этот вот балкончик – это вот наш. Так, а сейчас идем в наш номер. Наш номер 310. Мы заказывали студию мы и получили. Сразу справа от входа у нас ванна, причем полноценная ванна, не душ и унитаз обыкновенный, раковина и, собственно, ванна. А уже в номере было жидкое мыло. Так, слева у нас шкаф для одежды. Вешалок, примерно хватает. Что очень важно, еще есть у нас целый ряд крючков, что очень удобно. Справа при входе у нас кухня. Плита довольно-таки минималистичная, всего 2 конфорки, зато имеется микроволновка. Также есть электрический чайник и, на мой взгляд, неплохой холодильник. Он очень тихо работает. Вот где-то вот такой он. Нам не хватает здесь тостера. Очень минимальный набор посуды. Всего по 2. 2 тарелки, 2 вилки, 2 ложки, 2 тарелки глубокие, 2 мелкие и 2 чашки для кофе. Опять же, средство для мытья посуды здесь тоже уже было. Так, справа у нас находится первый балкон, потому что наш номер состоит из 2 балконов. Этот балкон очень хороший, потому что он почти всегда в тени. И после обеда здесь нету жаркого солнца. Балкон большой, длинный. В номере есть телевизор, в основном греческие каналы, мы один раз включили, проверили, посмотрели, больше не включали. Далее такой столик с 2 стульями, 2 кровати, матрасы более-менее приличные, нормальные. Так, справа у нас прямое зеркало. Розеток маловато, на наш взгляд, поэтому мы привезли с собой удлинитель. И рядышком с зеркалом фен в рабочем состоянии. И далее у нас выход на второй балкон. Второй балкон выходит на небольшую улочку, по которой можно подойти к пляжу. Слева от балкона дорога. В номере постоянно комары, особенно к вечеру, поэтому мы на ночь включаем фумигаторы. Это 2 таблетки, 2 розетки. Ну вот как-то так. Напротив входа в наш номер еще есть такой очень приятный небольшой
уголок для релакса. Тут можно сделать, например, кофейную паузу. У нас сегодня апельсинчики, мезитра с медом, кофе и рогалик. Танюх, как тебе здесь? Ну, классно. Еще в номере есть Wi-Fi, кондиционер за дополнительную плату. 6 евро в сутки. Вот такое животное к нам пришло в гости. Наверное, будет у нас жить. Вечером решили сходить поужинать в таверну Краяли. Таверна находится в 20 минутах ходьбы от нашего отеля в сторону Ретимна и расположена на берегу моря. Атмосфера, конечно, романтическая, с закатом, но в целом не понравилось. Блюдо как бы с претензией на что-то большее, чем то, что подают в обычных греческих тавернах. Греческий салат с какой-то красной заправкой, еще с какими-то наворотами. Сардины хоть и вкусные, но их мало. Подаются с холодным кускусом на гарнир почему-то. Цены завышенные и как-то недушевно. Хотя атмосфера, повторюсь, романтическая. Так мы закончили свой первый день на Крите. Если понравилось видео, ставьте лайк. А если не хотите пропустить следующее видео с Крита, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем пока!